Последний день я провел за просмотром материалов северокорейского телевидения и испытал целую гамму эмоций. От шока до недоумения. Первое, что бросается в глаза, это ощущение параллельного мира, в котором вся информация подается в определенной тональности с одной четкой целью. В отличие от привычного нам телевидения, где есть разнообразие мнений, в КНДР оно служит единственной цели — формированию правильного восприятия реальности. Каждая программа, каждый сюжет — это часть большой идеологической конструкции, в которой случайности нет. Дикторы говорят особым тоном, торжественным, будто сообщают о чем-то судьбоносном. 2016년 1월 6일 10시. Даже самые бытовые новости подаются как исторические события. Ощущение, будто зритель должен не просто слушать, а проникаться важностью каждой фразы. Но самое удивительное — это то, о чем именно говорят в выпусках новостей. Включив северокорейский новостной канал, можно подумать, что за пределами страны царит хаос. Основной посыл большинства выпусков — мир за границей стремительно разваливается, люди там страдают, а единственное безопасное и стабильное место — это КНДР. Протесты, экономические кризисы, природные катаклизмы. Если подобное происходит где-то за рубежом, это становится поводом для больших сюжетов. Кадры беспорядков могут быть старыми, но их преподносят так, будто это происходит прямо сейчас. И самое главное, нет никакого контекста. Просто показывают кадры проблем, после чего диктор уверенно заявляет, что западная система рушится. Контраст создается моментально. Как только заканчивается сюжет о бедствиях за границей, сразу следует репортаж о том, как прекрасно живет народ Северной Кореи. Счастливые рабочие, идеальные урожаи, научные прорывы. Это создает у зрителя ощущение, что вне КНДР нет ничего, кроме разрушения. Но есть один важный момент, который делает телевидение КНДР еще более необычным — отсутствие рекламы. Если в большинстве стран реклама — это двигатель экономики, то в Северной Корее ее просто не существует. Здесь никто не продает товары, не агитирует купить что-то новое, не завлекает скидками. Но это не значит, что экран свободен от агитации. Наоборот, вместо коммерческой рекламы здесь идет постоянная идеологическая обработка. Каждый перерыв между передачами — это не реклама шампуня или автомобиля, а ролики с военной техникой, счастливые рабочие, школьники, которые с радостью изучают труды лидера. Это своеобразные мотивирующие видео, цель которых — внушить людям, что они живут в лучшем месте на земле. Особенно выделяются музыкальные номера, песни о родине, о вожде, о великом народе. Они исполняются с полной серьезностью, с глубокими эмоциями, а зрители в зале слушают с трепетом. Создается впечатление, что телевидение не просто информирует, а буквально программирует сознание зрителей. Но если пропагандистские ролики еще можно как-то ожидать, то вот что действительно удивляет — это невероятное количество эфирного времени, посвященного Кимам. Северокорейское телевидение невозможно представить без сюжетов о Кимах. Причем это не просто упоминания, это полноценные хроники, где вожди являются главными героями практически всех новостных выпусков. Включив телевизор, можно увидеть, как дикторы с восторгом рассказывают, как лидер посетил фабрику, осмотрел урожай или дал мудрый совет ученым. Каждый его шаг подается как историческое событие. Если он поднялся на гору, это символ великой силы. Если пообщался с рабочими, это забота о народе. Особое место занимают архивные записи с прошлыми лидерами. Из них складывается целая мифология, где каждый из Кимов не просто политик, а почти сверхчеловек, который совершал подвиги, спасал страну и даже якобы обладал уникальными способностями. Такая подача создает эффект безальтернативности. Кажется, что никто, кроме правящей династии, не способен управлять страной. И это работает, ведь у большинства зрителей нет доступа к альтернативным источникам информации. Но если новости и официальные хроники подаются с полной серьезностью, то развлекательные программы выглядят совсем иначе. Развлекательные программы в Северной Корее — это отдельный жанр. Здесь нет привычных нам ток-шоу, комедийных программ или реалити. Основная форма развлечения — это масштабные концерты, театральные постановки и патриотические выступления. Главное правило — все должно быть идеально. Каждый номер исполнен с военной точностью, массовые сцены разыгрываются в совершенной синхронизации, а улыбки участников кажутся буквально натренированными. Одна из самых популярных передач — это концерты с песнями о родине. Зрители в зале слушают их с неподдельным трепетом, а в конце могут даже плакать от переполняющих их эмоций. Иногда такие выступления сопровождаются вставками хроники, чтобы зрители не забывали, ради чего все это. Кроме концертов, есть документальные фильмы, рассказывающие о жизни народа. Но все они следуют одной линии. В стране нет проблем, люди счастливы, а армия и вождь защищают их от любых угроз. Возникает вопрос, а на чем вообще смотрят этот контент?
момент, ведь интернет в КНДР фактически запрещен, а о потоковых сервисах речи не идет. Телевидение в Северной Корее — единственный источник информации для большинства жителей, но вот с самими телевизорами ситуация не такая однозначная. В отличие от развитых стран, где каждый может выбрать модель по своему вкусу, здесь техника строго контролируется государством. Телевизоры в КНДР бывают двух видов: произведенные внутри страны и завезенные из Китая. Собственное производство крайне ограничено, и большинство местных моделей — это устаревшие устройства, которые выглядят так, будто их выпустили несколько десятилетий назад. Более современные варианты поступают из Китая, но с важной особенностью: в них встроена специальная защита, которая блокирует любые иностранные каналы. Еще один интересный факт: в телевизорах КНДР запрограммированы только государственные каналы. Жители не могут просто взять и подключиться к спутнику или найти альтернативные источники информации. Если кто-то попытается взломать систему или смотреть иностранные передачи, это может привести к серьезным последствиям. Не у каждой семьи есть телевизор, особенно в бедных районах. Многие смотрят передачи в общественных местах, например, в рабочих зонах или на специальных собраниях, где показывают только правильные программы. Но даже если у человека есть телевизор, это не значит, что он может смотреть его когда хочет. Вещание здесь идет по строго расписанию, а вечером программы заканчиваются и экран просто отключается. Но если телевидение настолько ограничено, кто же тогда его смотрит? Есть ли у людей выбор? Северокорейское телевидение — это не просто источник информации, а обязательная часть жизни граждан. Его смотрят не только потому, что интересно, а потому, что так положено. На предприятиях, в учебных заведениях, в армии телевизоры включены почти всегда. Люди вынуждены смотреть передачи в общественных местах, а игнорировать их — это уже риск. В некоторых случаях присутствие на коллективном просмотре является обязательным и даже фиксируется, кто пришел, а кто нет. В семьях телевизор тоже занимает важное место. Особенно внимательно смотрят официальные новости, которые подаются как главный источник правды. Если кто-то выражает сомнения или критикует увиденное, это может привести к серьезным последствиям. Однако в последние годы появились люди, которые начали искать альтернативные способы получения информации. В страну нелегально проникают флешки и диски с иностранными фильмами, которые распространяются на черном рынке. Их смотрят в тайне, под угрозой наказания, но для многих это единственный способ узнать, как устроен мир за пределами КНДР. Тем не менее, телевидение все еще остается главным инструментом контроля сознания. Даже когда по ТВ показывают спортивные игры. Северная Корея — страна, где спорт не просто развлечение, а часть государственной идеологии. Включив спортивные передачи, можно заметить, что здесь они преподносятся не как соревнование или зрелищное шоу, а как демонстрация силы нации и превосходства над остальным миром. Обычные спортивные трансляции встречаются редко. В эфире почти нет прямых репортажей с международных турниров, а если и показывают крупные события, то только в сильно отредактированном виде. Например, если северокорейский спортсмен выигрывает, об этом говорят долго, с гордостью, делая акцент на его непоколебимом духе и верности родине. Но если он проигрывает, этот факт либо замалчивается, либо преподносится так, будто он боролся с невероятными трудностями, которые специально создали соперники, чтобы помешать победе. Еще один любопытный момент — отсутствие рекламы во время спортивных передач. В отличие от большинства стран, где спортивные события сопровождаются роликами спонсоров и логотипами брендов, в Северной Корее этого нет. Вместо этого показывают патриотические лозунги, кадры с тренировок спортсменов и торжественные речи, в которых победы приписываются не столько мастерству атлетов, сколько мудрому руководству страны. Одной из самых популярных спортивных программ являются армейские соревнования. Они выглядят как смесь военных учений и спортивных испытаний. Бег с препятствиями в полной экипировке, метание гранат вместо обычного копья, заплывы в ледяной воде. Все это подается с таким пафосом, что кажется, будто это не просто спорт, а подготовка к великой миссии. Но еще больше внимания уделяется кино. Северокорейские фильмы — это особый жанр, который сложно сравнить с привычным нам кинематографом. Кино в Северной Корее — это не просто развлечение, а мощный инструмент пропаганды. Включив любой местный фильм, можно сразу заметить, что он создан не ради искусства, а для воспитания определенных идеалов. В основе большинства сюжетов героические образы. Главные персонажи — это либо солдаты, сражающиеся за родину, либо рабочие, которые трудятся во имя великой цели. Любая история строится так, чтобы показать преданность народу и стране, самопожертвование и ненависть к врагам. Отдельный пласт — это фильмы о кимах. Их показывают регулярно, преподнося как
реальные исторические хроники, хотя в них часто встречаются откровенные мифы. Например, есть сюжеты о том, как один из лидеров КНДР совершал подвиги с детства, обладал гениальными способностями и даже изобретал технологии, которые в мире существовали задолго до него. Визуально северокорейское кино напоминает старые советские фильмы. Строгий монтаж, насыщенная музыка, преувеличенные эмоции актеров. Однако качество съемок часто оставляет желать лучшего, а постановка сцен порой выглядит слишком театральной. Еще один важный момент — отсутствие иностранного кино. Жители страны не могут увидеть западные блокбастеры, европейские драмы или азиатские боевики. Исключение — старые советские фильмы, которые считаются правильными. Все остальное под строжайшим запретом. Если с фильмами мы разобрались, то что смотрят дети и как выглядят северокорейские мультики? Детские передачи в КНДР — это не просто мультфильмы или развлекательные программы. Это мощный инструмент формирования мировоззрения с самого раннего возраста. Обычные детские шоу здесь почти не встретишь. Вместо них патриотические сказки, истории о подвигах народа и лидеров страны, анимационные фильмы, которые внушают уважение к власти и ненависть к врагам. К примеру, один из самых известных мультфильмов — это история о храбром мальчике, который разоблачает шпионов и спасает страну. Враги изображаются карикатурно, с гротескными чертами лица, жадными глазами, хитрыми улыбками. Посыл очевиден. Мир делится на хороших и плохих. И плохие — это всегда чужестранцы. Другие передачи учат детей быть трудолюбивыми и послушными. Они показывают, как маленькие герои помогают взрослым, как с ранних лет осознают свою ответственность перед страной. Смех, легкость, наивность — все это здесь сведено к минимуму. Важно, чтобы ребенок не просто развлекался, а уже с малых лет понимал, что его главная цель — быть преданным гражданином. Также есть детские концерты, где малыши поют песни о великом вожде, о родине и армии. Эти выступления проходят с невероятной серьезностью. Дети поют с торжественными лицами, а зрители смотрят на них с гордостью. Такая система воспитания формирует людей, которые с самого детства воспринимают пропаганду как нечто естественное. А если с детства тебе рассказывают правильную историю, то и восприятие прошлого у тебя будет сформировано именно так, как нужно государству. История в Северной Корее — это не просто наука, а важный элемент государственной идеологии. Включив историческую программу, можно увидеть, что прошлое здесь трактуется так, как это выгодно власти. Главная особенность подачи истории — героизация собственной страны и демонизация врагов. Любая война, любой конфликт, любое событие преподносится с одной стороны. КНДР всегда была правой, всегда побеждала и всегда страдала от агрессивных внешних сил. Особенно это заметно на примере Корейской войны. В официальных хрониках рассказывают, что войну начали западные страны, а Северная Корея лишь героически оборонялась. При этом совершенно замалчиваются реальные факты, неудобные для государственной версии. Еще один интересный момент — мифология вокруг лидеров. В исторических передачах можно услышать рассказы о том, как основатель страны Ким Ир Сен победил японских захватчиков, о его невероятных военных подвигах, о том, как он совершил вещи, которые в реальности ему были просто недоступны. Такие искажения истории формируют у зрителей четкое восприятие мира. Прошлое КНДР было наполнено борьбой, страна всегда была жертвой внешней агрессии, а вожди всегда спасали народ. И это работает, ведь дикторы, которые вещают все эти истории, делают это с такой убежденностью, что кажется, они верят в это сами, а главное, они почти никогда не меняются. Есть один любопытный феномен в северокорейском телевидении — ведущие новостей. Они не просто сообщают информацию, они являются лицами режима. И что интересно, они остаются на экране десятилетиями. Если в других странах дикторы меняются, уступая место новым лицам, то в КНДР все иначе. Одни и те же люди читают новости на протяжении десятков лет, и их стиль остается неизменным. Они говорят уверенно, громко, с четкой дикцией. Иногда их интонации кажутся слишком эмоциональными, словно они не просто передают информацию, а читают патриотическое стихотворение. Самая известная дикторша Северной Кореи — Ри Чун Хи. Она стала символом северокорейского телевидения. Ее можно увидеть в самых важных выпусках новостей, когда объявляют о значительных событиях. Ее голос звучит так, будто она рассказывает не просто о событиях, а о судьбоносных вещах, которые изменят мир. Такое постоянство создает у зрителей ощущение стабильности. Те же лица, тот же тон, те же выражения. Телевидение становится не просто источником информации, а символом вечности режима. Но самое удивительное — это эмоции, которые присутствуют в каждом выпуске. Порой они выглядят настолько драматично, что кажутся постановочными.
Если внимательно посмотреть северокорейские передачи, можно заметить, что эмоции там занимают особое место. Здесь люди не просто сообщают новости, они переживают их. Одним из самых ярких примеров является объявление о смерти лидера. Когда в новостях сообщили о смерти Ким Чен Ира, дикторы рыдали в прямом эфире, едва могли говорить, и этот момент транслировался на всю страну. Театральность присутствует во всем. Как люди реагируют на речи лидера, как аплодируют на концертах, как зрители замирают в восторге, слушая песни о родине. Эмоции здесь доведены до предела. Никто не должен оставаться равнодушным. Это создает эффект коллективного переживания. Люди смотрят, как другие плачут, и чувствуют, что должны испытывать то же самое. Так телевидение формирует не просто мнение, а чувства. Но есть вещи, о которых на северокорейском ТВ не говорят никогда. Несмотря на круглосуточное вещание и широкий спектр передач, северокорейское телевидение имеет строгие ограничения на определенные темы. Некоторые вещи здесь попросту не существуют, о них не говорят, не обсуждают, и зритель даже не подозревает, что такая информация может быть в принципе. Первая и главная запрещенная тема — это жизнь за пределами страны. Если в новостях и упоминаются другие государства, то только в негативном контексте, но никогда не показываются реальные кадры жизни обычных людей за границей. Северокорейские зрители не видят, как выглядят современные города, какие технологии существуют в мире, как живут простые семьи в других странах. Вторая тема — бедность и проблемы внутри страны. О сложностях в экономике, нехватке еды, низком уровне жизни не говорят ни в одной передаче. Если где-то случаются стихийные бедствия или экономические трудности, то это подается исключительно с точки зрения «народ сплотился и преодолел все благодаря руководству». Третья запрещенная тема — дезертирство и побеги. Хотя время от времени на экране появляются разоблачительные передачи о предателях Родины, ни один сюжет не говорит о том, что люди бегут из страны, потому что жить в ней тяжело. Скорее наоборот, их представляют как слабых, обманутых врагами и попавших в ужасные условия за границей. Четвертая запретная тема — критика власти. Даже намека на возможность ошибки со стороны лидеров не существует. Все их решения объявляются единственно верными. А если в стране происходят какие-то перемены, то исключительно потому, что руководство мудро выбирает новый путь. Такая система информационного контроля делает телевидение Северной Кореи не просто источником новостей, а настоящим инструментом создания искусственной реальности. После целого дня просмотра местных каналов складывается ощущение, что находишься в другом мире. Мире, где прошлое переписано, настоящее контролируется, а будущее предопределено. Но что остается в голове после всего этого? Каково это — провести сутки за просмотром северокорейского ТВ? Несмотря на тотальный контроль над телевидением, в Северной Корее существует теневой рынок нелегального контента. Люди, рискуя свободой, пытаются узнать, что происходит за пределами их страны, и используют для этого самые неожиданные методы. Один из самых распространенных способов — это контрабанда флешек и жестких дисков с иностранными фильмами и передачами. Эти носители попадают в страну в основном из Китая через черный рынок. Их передают тайно, чаще всего под покровом ночи, а те, кто их распространяет, используют сложные системы кодовых слов и доверенных людей. На таких флешках можно найти корейские дорамы из Южной Кореи, западные фильмы, новостные репортажи и даже развлекательные шоу. Но самое интересное — это нелегальные записи реальных северокорейских событий, снятые самими гражданами. Иногда на подпольных рынках можно достать видео с настоящими условиями жизни в стране, снятые на телефоны и тайно вывезенные за границу. Другой способ — подпольные радиостанции. Несмотря на то, что большинство радиоаппаратов в КНДР настроены только на местные частоты, умельцы находят способы модифицировать приемники, чтобы ловить сигналы из Южной Кореи, Китая и даже Соединенных Штатов. Особенно популярны радиопередачи, транслируемые южнокорейскими станциями, которые рассказывают о реальном положении дел в мире. Существуют даже попытки организовать подпольное телевидение. В некоторых приграничных районах люди ухитряются ловить сигналы южнокорейского ТВ, используя самодельные антенны. Это невероятно рискованно, так как обнаружение таких устройств может привести к серьезному наказанию. Но для многих это единственная возможность увидеть, как живет остальной мир. Несмотря на жесткие меры контроля, люди продолжают искать способы узнать правду. И хотя северокорейская пропаганда кажется всесильной, желание человека познавать мир оказывается сильнее. Северокорейское телевидение — это мощнейший инструмент контроля, но даже оно не способно полностью оградить людей от реальности. Те, кто хочет узнать правду, находят способы это сделать, даже если для этого приходится рисковать всем.